суток! Всех приветствую на своем канале Вязание Хобби. В этом видео я хочу вам рассказать и показать, как была связана такая ажурная кофточка. Что касается пряжи, сразу хочу отметить то, что это полухлопок Alize Cotton Gold, метраж 330 метров в 100 граммах. Что касается цвета, цвет очень приятный. Пыльная роза, 382 цвет. И это полухлопок, как я уже сказала, 55% хлопок, 45% акрил. В принципе, такая неплохая, но, вы знаете, я заметила, что она иногда неровная. То есть в одном месте как-то получается немножко толще. Но, в принципе, на результат не повлияло. Вы знаете, эта кофточка, она связана таким вот ажурным узором, ромбами, но пряжа, обращаю ваше внимание на то, что она довольно-таки, ну, скажем, плотная. Несмотря на то, что здесь 330 метров, но она плотная. И вы знаете, если вот одеть эту кофточку в жаркую погоду, то в ней будет, наверное, жарко. Вот. Это не мерсеризованный хлопок, который, скажем так, в жаркую погоду очень хорошо подходит. А вот здесь вот я заметила, что она действительно такая, ну, скажем, более теплая. Поэтому данное изделие, я считаю, что оно подойдет более, скажем, такую прохладную погоду. Так, ну, это мои наблюдения, скажем так. Что касается расхода. 325 грамм завесило это изделие. Основное полотно связано номер 3,5. Конструкция этого изделия состоит в следующем. Она связана снизу вверх. Набирала я полностью все петли, вот именно вязала вверх до уровня проймы. И смотрите, была связана полностью от низа. Резиночка у меня, кстати, связана вытянутыми петлями внизу, для того, чтобы более красивее смотрелась. По изнаночной стороне он довольно-таки просто. По лицевой смотрится намного красивее. Так, после этого я ввела узор и дальше вязала до уровня проймы, вот до сюда. Далее у меня вот здесь вот шли прибавки, то есть я не разделяла вязание на две части, я разделяла его здесь после того, как были сделаны прибавки. Вот с одной стороны, вот видите, вот отсюда и отсюда. Вот у меня связаны вот эти вот прибавочки. Я в видео все показываю, не разделяя полотно. И вот здесь вот тогда уже я разделяла вязание на две части, на спинку и наперед. И вязала уже вверх дальше, раздельно, отдельными частями. При этом формировала скос плеча и формирование горловины по переду и по спинке. Что касается плечиков, они у меня сшиты швом петля в петлю. Вот так он выглядит поближе. Рисунок, правда, не совпадает, но за счет того, что идут укороченные ряды, конечно. Вот. Но, в принципе, я тоже думаю, что здесь ничего такого, скажем, страшного нет. Тем более, это кофточка для себя, не на заказ. Так, и по другой стороне то же самое. Вот этот вот шов. Вот этот вот шов. По изнанке он смотрится... Вот он. Так, вот этот вот шов. По изнаночной стороне вот он так смотрится. Вот здесь у нас ниточка есть такая. Так, то есть он практически такой вообще незаметный. Так, горловина обработана у меня ложной петлевочкой и немножко, абсолютно немножко провязано рядов. Один ряд у меня с накидами и затем закрытие. Закрывала петельки фабричным способом. На рукавах то же самое. Закрыты фабричным способом эти петельки. На рукавах у меня простая резиночка. Обычная резиночка 1 на 1. И по размерам. Данная кофточка подходит на размер, я думаю, от 46 до 52. Почему? Потому что
когда замеряем на уровне груди, где-то 60 сантиметров вот эта вот ширина. Поэтому, ну вот можете судить, на какой размер она может подойти. Так, что касается длины, от самой высокой точки и до низа где-то 63 сантиметра. Так, рукава. Вот рукава в готовом виде после ВТО. 18, ну может быть 19 сантиметров. Сам, конечно, манжет будет меньше, около 17 сантиметров, но он, конечно, растягивается. Так, плечики полностью, давайте так, полностью 27 сантиметров. Так, и горловина, открытая горловина вот здесь вот, я ее измерю, где-то 23-24 сантиметра. Конечно, такую пряжу можно заменить. Не обязательно вязать вот данную кофточку именно с такой пряжи. Я могу вам предложить то, что вот у меня есть, какие аналоги. Можно взять джинс Ярнард, тоже полухлопок, такой же самый состав. И смотрите, метраж будет практически одинаковый. 50 грамм 160 метров, значит это 320 метров в 100 граммах. Здесь у нас 330 метров в 100 граммах. То есть ниточка практически одинаковая. Так, кроме этого можно взять и Alize Lana Cotton. Состав немножко другой. 26% шерсть, 30%, так, тоже 26% хлопок и 48% акрил. Alize Lana Cotton. И смотрите, метраж 160 метров, тоже в 50 граммах. Значит, то же самое, такой же самый метраж, как и вот эта вот ниточка. Здесь у нас 330, здесь 320, здесь 320 тоже. Так, и смотрите, вот у меня есть, я просто вязала такую ажурную кофточку, затем распустила, и пряжа у меня вот такая. Я посмотрела, смотрите, одинаковый метраж 330 метров в 100 граммах, 100% мерсеризованный хлопок, и это у нас детский хлопок от Пехорки. Метраж такой же самый, как и вот здесь вот. Так, ну и конечно, бобинная пряжа, как я говорю всегда, она очень хороша тем, что можно с метражом рассчитывать, скажем, на любой вкус. То есть, если у вас будет метраж 1500 метров на 100 грамм, значит, берете 5 ниточек, и это будет 300 метров в 100 граммах. И все. И можно вязать тогда вот эту вот кофточку. Не обязательно брать, скажем, ниточку там, где есть только хлопок с акрилом, скажем так. Можно вязать просто из хлопка. Вот в данном случае это у меня 100% хлопок. Тоже такая вот ниточка. Метраж у меня немножко другой, но, в общем, подобрать можно спокойно. То есть бобинная пряжа мне нравится тем, что действительно она хороша тем, что можно подбирать под свой, скажем, метраж и, конечно, под свои расцветки. Бобинная пряжа, кстати, имеет намного больше цветов и оттенков, чем моточная. Так, на этом у меня все. В принципе, если вам понравилось это видео, я буду очень рада. Спасибо всем большое за просмотр, за лайки, за, конечно, подписку. Мне очень приятно, потому что действительно я всегда стараюсь записать видео для того, чтобы люди смотрели и, конечно, набираюсь опыта. Вот, поэтому я буду очень рада за ваши подписки, комментарии. Всем спасибо большое за просмотр и начинаем. Берем ниточку в работу. Пряжа у нас Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа. 330 метров в 100 граммах.
Так, спицы берем в работу сейчас номер 3, 80 сантиметров леска. Будем вязать по кругу. Так, и набираем петельки. Я связала образец. На образце у меня 20 петель. Лицевые петли вытянутые. По изнаночной стороне они не видны. По лицевой стороне. Так, и плотность вязания у меня получилось 2,7 петли в 1 сантиметре. Объем бедер 102 сантиметра. Умножаем на эту плотность вязания, и я буду набирать 270 петель. Плюс 1 петлю для замыкания в круг. Каким образом? Отмеряем нужную длину нити и набираем петельки. Набирать петли я буду следующим образом. Сначала спицу под нить, пальчик указательный сверху и набираем первую двойную петлю. Еще раз показываю. Так, и дальше мы с вами будем чередовать. Сначала с большого пальца нить захватываем, а затем с указательного. И повторяем. Сначала с большого пальца, а затем с указательного. И вот таким образом мы с вами будем набирать 271 петлю. Край получается эластичный. Итак, петли уже набраны. Сейчас смотрите, чтобы все петельки, точнее вот этот вот край был внутри. Все петельки нужно пересмотреть, чтобы нигде не было у нас перевернуто. Так, и смотрите, замыкаем вязание в круг. Мы берем первую, вот это у нас первая петля, а здесь последняя. Значит, последнюю петельку мы вот таким образом снимаем на правую спицу, а первую петельку поддеваем и набрасываем на последнюю. Вот таким образом. И снимаем, подтягиваем при этом ниточку. Все, мы замкнули вязание в круг. Надеваем маркер. Так, и дальше мы с вами будем вязать резиночку. Каким образом? В первом ряду, вот первый ряд установочный, мы с вами просто провяжем одну петлю лицевую, а вторую изнаночную. И так до конца ряда. Одна петля лицевая, а вторая изнаночная. Так, вот провязала я уже один ряд, резиночка 1 на 1. Еще раз пересмотрела, чтобы петельки были все правильно повернуты. Вот видите? Так, и второй ряд. Второй ряд, это у нас четный получается. Мы с вами будем провязывать следующим образом. Лицевую петлю мы снимаем, нить за работой. Вот так. Вторая изнаночная, мы ее провязываем. И повторяем. Лицевую снимаем нить за работой, а изнаночную провязываем. И так до конца ряда. В следующем ряду мы с вами будем провязывать следующим образом. Лицевые петли провязываем, изнаночные тоже. И чередуем эти два ряда. Один ряд лицевые петли снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем. А в следующем ряду провязываем все петли. Так, резиночка у меня уже полностью провязана. Вот так она выглядит поближе. Это лицевые снятые петли. По изнаночной стороне вот так они смотрятся.
Так, и в сантиметрах провязано 6 сантиметров. Сейчас мы с вами будем вводить раппорт узора. Но первый ряд после резиночки мы с вами провяжем лицевой и добавим 2 петельки. Можно добавить вот здесь вот в начале, просто вот таким образом, смотрите. Мы сейчас меняем спицы на номер 3,5. Будем вязать номер 3,5. Рабочая спица, а дополнительно левая спица у нас будет номер 3, для того, чтобы было удобнее вязать и петельки будут легче скользить. Так, берем спицы номер 3,5 и начинаем провязывать первый ряд лицевыми петлями. Смотрите, добавим просто 2 петельки в начале, скажем так, вот этого ряда и где-нибудь в середине. В принципе, без разницы, потому что 2 петли здесь никакой роли не сыграют. 1, 2, 3. И смотрите, как можно добавить. Провязываем одну петлю, а затем вторую. Вот так. Все. Дальше опять вяжем все лицевые. И где-нибудь в середине, скажем так, тоже провяжем вот таким образом. Можно, в принципе, любым каким-нибудь способом, каким вы знаете. У меня есть на канале, есть видео, кстати, 4 способа прибавок. Поэтому, если хотите, можете посмотреть. Там довольно-таки есть один очень интересный способ. Как делать можно прибавки. Так, провязываем сейчас лицевой ряд полностью. Итак, у нас получается сейчас 272 петли. Мы должны разделить на 8, потому что у нас будет узор 8 петель. И всего получится 34 раппорта. 17 раппортов по переду и 17 раппортов по спинке будет. Так, что касается узора. Я сейчас вам покажу вот эту вот схему. Здесь представлена эта схема узора. И у нас получается раппорт узора 8 петель. Что касается высоты, у нас будет 32 ряда. Но обратим внимание на то, что у нас здесь только изнаночные нечетные ряды. Здесь четных рядов нету. То есть в четных рядах мы будем вязать по рисунку. Я вам потом покажу. Так, и что касается здесь условных обозначений. Вот это вот у нас лицевая петля вертикальная. Это у нас накид. Если вот такой значок, цифра 2, это 2 петли вместе лицевой. Если 3 петли вместе лицевой. А стрелочка вниз, она вот здесь, допустим, видите, встречается. Это протяжка. Что это значит? Одну петлю снимаем как лицевую, провязываем одну лицевую и протягиваем ее через снятую петлю. Так, я думаю, что по схеме здесь, в принципе, все будет понятно. Так, начинаем. Еще раз обращаю внимание на то, что у нас спицы номер 3,5 уже. Так, и смотрите первый ряд. В первом ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. Дальше 2 петли вместе лицевой и затем накид. Маркер вешаем начало ряда. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. 6 лицевых. Дальше идет 2 петли вместе лицевой. Провязываем за передние стеночки вот таким образом. И у нас получается 1 петля. Дальше идет накид. Набросили накид вот таким образом. Вот у нас раппорт узора. 8 петель. 2, 4, 6, 7 и накид 8. Все. И повторяем дальше. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем 2 петли вместе лицевой за передние стенки. И делаем накид. Снова повторяем таким же самым образом. 2, 3, 4, 5, 6.
6 лицевых. Дальше идет 2 петли вместе лицевой и накид. И так до конца ряда. Это у нас идет первый ряд узора. Так, и последний раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли вместе лицевой и накид. Так, первый ряд провязан, вяжем второй ряд. Как я уже сказала, у нас в рисунке его нет. Провязываем все петли лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и накид 8. Вот мы с вами провязали второй ряд. И дальше повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Так мы вяжем до конца вот этот второй ряд. И дальше все четные ряды, которые у нас на рисунке здесь нету, мы их будем провязывать лицевыми, в том числе и накиды. Вяжем третий ряд. Вот я уже провязала 3 раппорта. И смотрите, идет первый накид, затем протяжка, 3 лицевые, 2 петли вместе лицевой, накид и 1 лицевая. 1 накид. Стрелочка показывает протяжка. Что это значит? Первую петлю мы снимаем, затем вторую провязываем и набрасываем ту, которую мы сняли. Вот. Это у нас называется протяжка. После этого идет 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. И после этого накид и 1 лицевая. Все. Вот у нас этот раппорт провязан. И дальше повторяем. Опять накид, протяжка, снимаем, провязываем следующую и набрасываем ту, которую сняли. Дальше идет 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 петли вместе лицевой, накид и лицевая. Это идет третий ряд. Провязываем дальше самостоятельно. После этого четвертый ряд будет опять так же, как и второй, по рисунку. То есть все петли лицевые, в том числе и накиды. Вяжем пятый ряд. Лицевая, накид, протяжка, лицевая, 2 петли вместе лицевой, накид и 2 лицевые. И опять повторяем. Лицевая, накид, протяжка, лицевая, 2 вместе лицевой, накид и 2 лицевые. Повторяем дальше пятый ряд. Шестой ряд будет также провязываться лицевыми, все петли. Сейчас вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду у нас первая будет петля накид, дальше 5 лицевых, опять накид и 3 петли вместе лицевой. Вот этот вот значок. Я уже провязала 2 раппорта. Значит, так, седьмой ряд. Накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 3 петли вместе лицевой. Первые 2 петли мы снимаем за переднюю стенку вот таким образом. Третью мы провязываем. И вот эти вот, которые мы сняли, мы набрасываем на эту петлю.
Вот так. Это у нас будет 3 петли вместе лицевой. И повторяем раппорт. Накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 3 петли вместе лицевой. 2 снимаем, 3 провязываем и набрасываем эти 2, которые мы сняли, на провязанную. Вот так. И дальше повторяем этот ряд. Так, смотрите, это у нас идет 7-й ряд. 8-й ряд у нас будет по рисунку. Как обычно, четные ряды мы с вами будем провязывать лицевыми петлями, в том числе и накиды. Вы знаете, я дальше показывать не буду. Я думаю, что здесь по схеме тут уже все понятно. Так, смотрите, вот 9-й ряд. Пойдут у нас лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли вместе лицевой и накид. В 11 ряду уже будет протяжка. Ну и так далее. Тут, я думаю, в принципе, по этой схеме можете смело дальше вязать самостоятельно. Только вот не путайте, где вот циферка 3, это 3 петли вместе лицевой. Здесь вот 3 петли вместе лицевой, здесь 3 петли вместе лицевой и вот здесь вот. Я думаю, дальше все будет понятно. Вяжем дальше самостоятельно. Так, у меня провязано сейчас до подреза. В сантиметрах, вот если померить, так, где-то 39. У вас может быть немножко меньше или больше, в зависимости от того, какую вы хотите длину до подреза. Так, теперь мы с вами будем делать дальше следующим образом. Делим вязание на 2 части, на перед и на спинку. Получается, по переду, по спинке у нас будет одинаковое количество петель. Это 136 петель. Вот я обделила красным маркером. 136 петель на одной стороне и на другой стороне тоже 136 петель. Мы с вами сейчас будем делать прибавки до вот этого маркера и до и после. Теперь по поводу прибавок. Каким образом они выполняются? До маркера прибавочку берем из низлежащего ряда. Лучше всего сделать вот этой вот спицы левой. Так, смотрите, вот у нас петля и низлежащий ряд это вот этот вот. Поэтому лучше всего подхватить левой спицей, вот таким образом, вот видите, и провязываем ее лицевой. Вот, все. Так, для того, чтобы знать, сколько прибавок выполнено, вы знаете, мы повесим с вами маркер. Вот здесь вот у нас будет маркер. Так, и смотрите, вот у нас маркер отделяет. И понятно, что это выполнена одна прибавка. Дальше мы будем выполнять прибавочки тоже вот здесь вот. И они будут идти между этим маркером, поэтому будет понятно, сколько прибавок выполнено. Теперь основной маркер, который разделяет перед и спинку. После маркера выполняются прибавки следующим образом. Теперь уже лучше взять правой спицей. И вот эту вот петлю, видите, низлежащий ряд, вот этот вот подхватываем. Вот эту стеночку, набрасываем на спицу, но мы провязываем ее сейчас скрещенной петлей, тоже лицевой. Вот. И сейчас тоже вешаем маркер. Дальше идет у нас узор по рисунку. И смотрите, вот у нас основной маркер, а между ними у нас показаны прибавочки. То есть мы с вами не собьемся, сколько прибавок было выполнено. Вот таким образом выполняются эти прибавочки. Вот здесь вот так. И на другой стороне то же самое. Поэтому данные прибавочки мы с вами выполняем через ряд. Получается, в одном ряду мы с вами сделаем 4 прибавки. Следующий ряд будет без прибавок, просто по рисунку. И так чередуем с вами. Таких прибавок у нас будет 8. У нас раппорт узора 8 петель, поэтому мы с вами выполним 8 прибавок. 8 прибавок до маркера и 8 прибавок после маркера с одной и с другой стороны. Эти прибавочки пока мы будем с вами выполнять лицевыми петлями. Дальше я провяжу и посмотрю, каким образом может уже когда вводить вот этот вот узор
В крайнем случае, вы знаете, если что-то непонятно, можно их провязывать просто лицевыми петельками. Так, под мышкой это будет у нас вот этот вот подрез, скажем так, поэтому он особо виден не будет. Поэтому, чтобы особо, скажем так, не думать и не распределять эти петли на узор, можно просто выполнять лицевыми петлями. Провязываем дальше самостоятельно. Так, теперь смотрите, объясню, что у нас получилось. Вот у нас набраны по 8 петель от основного маркера. Здесь 8 петель. С этой стороны 8 петель. Получается вот такая вот дорожка. С другой стороны точно так же. Вот набраны эти петли. Расширяется полотно. С одной стороны 8 петель. И с другой стороны тоже 8 петель. Сейчас мы с вами будем разделять вязание на две части. То есть на перед и на спинку. Одну часть будем переснимать на отдельную леску или же на отдельную нитку. Я буду на отдельную леску переснимать вот эти вот петельки. Другую часть сейчас мы с вами будем вязать. То есть мы сейчас разделяем вязание на две части и вяжем именно вот таким узором дальше. 8 петель, которые мы с вами набрали, их тоже пускаем в ход. Если у вас были они провязаны лицевыми петлями, ничего страшного. Сейчас вводите вот этот вот раппорт узора и вяжете дальше таким вот самым узором. Так, что касается дальнейшей высоты. Таким образом мы с вами будем вывязывать и одну часть, такую же самую высоту, и другую часть, тоже такую же самую высоту. Так, что касается формирования горловины по переду, по спинке, а также скос плеча, это я все потом вам расскажу. Пока вяжем дальше самостоятельно. Так, по изнаночной стороне, как я уже сказала, вяжем изнаночными. Вот я развернула вязание на изнаночную сторону. И сейчас вам покажу, как провязываем эти петли. Так, последняя петля у меня тоже была провязана. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю мы с вами будем снимать. Снимаем и дальше провязываем изнаночными петлями. В том числе и накиды. Вот сейчас дойдем до накида. Вот у нас накид, и мы провязываем его изнаночной петлей. Вот таким образом. Этот маркер можно уже снять, в принципе. Так, и таким образом мы с вами будем повторять. На лицевой стороне у нас будут лицевые петли, а по изнаночной стороне у нас будут изнаночные петли. Накиды тоже провязываем изнаночными. Единственный момент хочу уточнить. На изнаночной стороне петли провязываем более туго. Чтобы не было пробелов между рядами, на изнаночной стороне вяжем более туго, чем на лицевой. Чтобы петельки плотно прилегали к спицам. И тогда между рядами не будет пробелов. Будет более красиво смотреться по одной стороне и по другой стороне. Итак, у меня уже полностью провязана вот эта вот высота. В сантиметрах у меня получилось. У вас может быть немножко другая, в зависимости от того, какая у вас полнота руки на уровне проймы. Так? Вот если посмотреть на руку, на уровне проймы мы измеряем. Так? Я вам сейчас покажу, сколько у меня получается. В самом широком месте обхват руки у меня где-то, вот видите, 32 сантиметра. Пол обхват руки получается 16 сантиметров. Теперь смотрите на то, что у нас получается на данный момент.
Мы сейчас с вами, это у нас спинка. Мы сейчас с вами будем формировать одновременно вырез горловины и скос плеча. Давайте так, я вам объясню, что это означает каждый маркер, для того, чтобы ориентировать дальнейшее вязание. Вот такая вот у нас получается схема. Если смотреть вот на эту нашу картину, получается мы с вами 50 петель, центральные 50 петель, мы с вами будем закрывать для выреза горловин. Вот они. Вот эти желтые маркеры, это 50 петель. Что касается вот этих вот маркеров, смотрите, вот эти вот, это 22 петли. Вот здесь вот 22 петли. То есть мы с вами сначала закроем 22 петли полностью. И затем будем закрывать вот эти вот петельки боковые. Так. И одновременно выполнять скос плеча. Значит, по вот этим вот боковым плавным убавлением мы с вами пойдем следующим образом. Сначала мы закроем 5 петель, дальше 4 петли, затем 3 и 2. То есть на вот эти вот боковые убавочки у нас получается 14 петель с одной стороны и с другой стороны. Мы сейчас находимся с вами вот здесь вот. Вот здесь. 51 петля, это у нас идет на плечики. У нас получается вот здесь вот от 51 петля, вот до этого желтого маркера. И с другой стороны то же самое, до желтого маркера 51 петля. Так, мы сейчас с вами начинаем вот отсюда, провязываем полностью вот эту вот сторону, доходим до вот этой вот, скажем, части, закрываем 22 петли полностью, вот эти вот закроем. И дальше переходим вот на эту сторону. Мы с вами будем делать здесь убавки, вот эти вот. И одновременно будем делать скос плеча. Скос плеча у нас будет выполняться следующим образом. Смотрите, у нас всего 51 петля. Вот она, 51 петля от желтого маркера. И мы с вами разделим это вязание наше, скажем, точнее эту нашу часть, на 5 точек разворота. Первая точка, вторая, третья, четвертая и пятая. 5 точек разворота у нас будет. То есть мы с вами делим 51 петлю вот таким образом. И смотрите, вот у нас 9 петель, 9 петель, 9 петель. Дальше идет 8, 8, 8, 8. Так, то есть у нас 6 частей, но мы с вами будем делать, как я сказала, 5 точек разворота. И каким образом мы с вами будем это выполнять, я вам сейчас все покажу. Начинаем провязывать спинку. Провязываем 51 петлю, затем провязываем еще 14 петель и остановимся вот здесь вот. Это у нас получается вот эта вот часть мы с вами провязываем. И от желтого маркера до зеленого это у нас 14 петель. Мы их тоже провяжем. Сохраняем узор. Смотрите, в каком ряду вы остановились, какой у вас ряд идет. Поэтому сохраняйте, конечно же, этот рисунок. Так, вот уже провязано 14 этих петель. И сейчас мы с вами вот эти вот 22 петли будем убавлять. Убавляем самым обычным способом. Первую петлю мы с вами провязываем, вторую провязываем и набрасываем предыдущую. И повторяем, провязываем, набрасываем предыдущую. Опять провязали лицевыми петельками. И дальше опять повторяем. Единственный момент нужно смотреть, чтобы здесь вот это вот то, что мы с вами, скажем, убавляем, оно не должно быть сильно стянуто и, конечно, не широкое, то есть не должно быть расхлябанное. То есть немножко сократили петель и посмотрели, как у вас смотрится вот это вот закрытие петель. Вот смотрите, оно нормально, оно не тянется сильно
и не широкая, скажем, не расхлябанная. Так, закрываем вот эти вот 22 петли. И дальше, смотрите, мы с вами провязываем до первого маркера зеленого. Этот маркер я уберу. Он отделяет 8 петель, которые мы с вами набирали. Так, вот у нас 9 петель крайних. Мы доходим вот до этого маркера. Так, доходим вот до этого маркера зеленого. Так, у нас одна петля, мы еще должны ее сократить. Так, и здесь у нас должно быть тоже 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель. Все. 22 петли с центральным мы с вами закрыли. Сейчас мы с вами будем провязывать вот эту вот часть. Довязываем до этого маркера, до крайнего. При вязании такого ажурного узора у вас может возникнуть, скажем, такой вопрос. Если мы сейчас вот провяжем в данном случае 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, так, давайте вот я так сделаю, как нужно, да. У меня идет накид, и дальше у нас 2 петли вместе с наклоном влево. Вот, смотрите, у нас провязано так, как надо. Но когда мы развернем вязание на изнаночную сторону, у нас получается, мы должны сделать разворотную петлю. Поскольку это изнаночная, мы должны вот таким образом спицу ввести правую, а ниточку рабочую перекинуть вперед. Но если мы как бы, скажем так будем выполнять, у нас получится, что у нас на спице не 2 нити, а 3. Конечно, такого не должно быть, потому что когда дальше будем делать сглаживающий ряд, он будет совсем некрасиво. Поэтому я поступаю в таких случаях следующим образом. Вот возвращаю назад эти петельки. И просто-напросто я не делаю вот этот накид и не делаю 2 петли вместе лицевой. То есть у нас должно быть здесь 9 петель. Смотрите, 2, 4, 6, 7, 8. Я просто провязываю лицевыми. 8 и 9. Все. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И у нас идет первая разворотная петля. Поскольку петли изнаночные, петля будет разворотная изнаночная. Вводим спицу правую в петлю вот таким образом, а рабочую нить затягиваем вперед. Вот так. И у нас получается на спице вот такие 2 петельки. Но это у нас одна петля. Двойная одна петля. Так, и сейчас мы с вами дальше провязываем изнаночный ряд. Вот мы с вами выполнили первую разворотную петлю. Вот она. Вот эта вот петля, двойная она. Это разворотная петля. Первая. Так, дальше у нас идет изнаночный ряд, в том числе и накиды. И мы с вами идем. Смотрите, мы с вами провязываем полностью плечо. Дальше полностью провязываем до вот этой вот части и остановимся. Так, в конце ряда мы с вами будем не довязывать одну петлю. Вот эту вот петлю мы с вами будем не провязывать, нить перед работой вот таким образом. Так, и разворачиваем вязание уже на лицевую сторону. Что касается следующего ряда. Вот сейчас у нас будет идти уже убавка. Так, первые вот эти вот 5 петель мы сейчас с вами будем закрывать. Закрываем следующим образом. Первую петлю мы с вами не провязывали, точнее последнюю в изнаночном ряду. Мы с вами будем провязывать 2 петли вместе вот таким образом, первые. Для того, чтобы была плавный переход вот этих вот убавок. Так, одну петлю мы с вами убавили, подтянули. Дальше второй провязали и опять убавляем. Так, убавляем не спеша. Третью провязываем, убавляем. Четвертую и пятую.
Так, можно проверить, сколько петель остается вот до этого маркера. 2, 4, 6, 8, 9 петель. 5 петель у нас закрыто, значит 4 плюс 3, 7 и 2, 9 петель у нас осталось. Мы сейчас с вами дальше идем точно так же. Доходим до конца ряда, но вот у нас была первая точка разворота, видите? Сейчас мы с вами дойдем вот до этого маркера. Тоже сделаем такую же самую точку разворота. То есть развернемся на изнаночную сторону и будем выполнять вторую точку разворота. Точно так же, как мы выполняли вот здесь вот. И таким образом, точно таким же образом мы с вами будем повторять до тех пор, пока не будут выполнены вот эти вот убавочки. И кроме этого будем выполнять одновременно скос плеча. Я думаю, здесь уже должно быть все понятно. Выполняем дальше самостоятельно. Итак, с этой стороны я уже выполнила скос плеча полностью. Вот видите, оно уже идет, вот это плечо под наклоном. Оно уже даже видно само, вот скажем так, вот эта вот линия под наклоном видна. Так, и по вырез горловины по спинке, вот так вот он у нас формируется. Так, это у меня выполнено. Вот эта вот часть. Теперь мы с вами будем переходить на эту сторону. Но в первую очередь мы должны с вами сейчас выполнить сглаживающий ряд, последний. Вот если присмотреться сюда, видны точки разворота. Вот у нас первая точка разворота, вторая точка разворота, третья точка разворота, четвертая и пятая. Мы сейчас выполняем последний сглаживающий ряд. То есть провязываем все петли лицевыми, плюс вот эти вот двойные петли в том числе. Я сейчас вам покажу, каким образом. Так, первая петля вот это вот у нас такая получается. Если она у вас была, конечно, мы ее снимаем. Так, одна петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И смотрите, восьмая петля у нас вот такая вот двойная. Поэтому мы ее выполняем, провязываем следующим образом. Вот так вот поддеваем 2 стеночки и провязываем лицевой. Подтягиваем. Вот мы с вами ее провязали, вот эту двойную петлю, первую точку разворота. Следующая точка разворота 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот еще одна точка разворота. Опять поддеваем 2 стеночки и лицевой провязываем. Вот провязана вторая точка разворота. И таким образом с вами дальше идем до конца ряда, провязывая вот эти вот точки разворота. Аккуратненько. Смотрите, вот у нас такая получается. Мы ее опять за 2 стеночки вот таким образом берем и провязываем. То есть это у нас последний сглаживающий ряд, он должен быть лицевой. Будем выполнять с вами шов петля в петлю потом. Сшивать плечики швом петля в петлю. Вот эта точка разворота. И так до конца ряда. Вот еще одна точка разворота. Так. Все, мы провязали этот сглаживающий ряд последний. Сейчас оставляем ниточку примерно в 3 раза вот это вот нашего расстояния. 1, 2 и 3. Так, и отрезаем. Сейчас переходим на вторую сторону. Вот у нас вторая сторона. Единственное, сейчас вот эту вот спицу, точнее, эти петельки пересниму на отдельную ниточку или на отдельную леску. Так, пересняла петельки вот эти вот.
на отдельную ниточку. А сейчас вот эту вот ниточку можно рабочую закрутить вот таким образом, чтобы она не мешала. Взять маркер и повесить эту ниточку на маркер. Вот так вот. Она нам не будет мешать. И можно, кстати, немножко вот так вот сделать. Все. Так, здесь можно сделать небольшой узел, чтобы зафиксировать. Так, все. Сейчас мы с вами приступаем ко второй части. Вот смотрите, вот у нас вторая часть. Мы уже начинаем ее вязать именно с изнанки. То есть разворачиваем на изнаночную сторону. Так, вот у нас вырез горловинки. Так, и именно от горловины, да, начинаем прикреплять ниточку. Первый ряд у нас будет изнаночный полностью. Вот у нас первая петля, мы ее тоже провязываем. И дальше все петли тоже изнаночные. Подтягиваем эту ниточку. Так, первый ряд провязываем полностью изнаночными петлями до первого маркера, вот до этого, и остановимся. Так, доходим до этого маркера, разворачиваем вязание уже на лицевую сторону, и у нас идет первая точка разворота по этой стороне, но это у нас уже будет она лицевая. Вот у нас лицевая петля, и точку разворота выполняем следующим образом. Поддеваем правой спицей вот таким образом петлю. Ниточку сейчас отводим вперед. Вот у нас двойная петля. И эта точка разворота лицевая. Дальше у нас идет уже узор. И смотрите, мы с вами доходим сейчас до конца этого ряда. Оставляем одну петлю. Так, доходим до последней петли, мы ее вот таким образом снимаем, не провязываем и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Так, сейчас мы с вами будем убавлять первые 5 петель. Вот эти вот первые 5 петель мы с вами будем убавлять изнаночными петлями. Захватываем 2 первые петли и провязываем изнаночные. Вот у нас первая убавочка. Подтягиваем эту ниточку. Дальше провязываем следующую изнаночную и набрасываем предыдущую. Это вторая убавка. Третью провязали и набросили. Четвертую и пятую. Так, пересчитаем. У нас на спицах, точнее до маркера, 2, 4, 6, 8, 9 петель должно быть. 5 мы с вами убавили, значит 4 и 3 и 2. Это получается 9 петель. Вот у нас 9 петель осталось. Мы с вами будем убавлять после этого уже 4, 3 и 2. Так, сейчас по изнаночной стороне мы с вами идем, провязываем изнаночными петлями, в том числе накиды, до второго маркера. И там делаем точку разворота. Точно так же, как мы выполняли вот эту вот первую точку разворота. Делаем скос плеча и делаем сглаживающий ряд. Дальше провязываем самостоятельно. Итак, выполнен уже полностью скос плеча. Формирование горловины тоже выполнено с этой стороны по спинке. И сейчас последний ряд у нас будет сглаживающий. Но здесь, на этой стороне, он будет у нас изнаночный. Я сейчас вам покажу, как мы будем провязывать вот эти вот точки разворота. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 у нас точка разворота. И смотрите, как мы ее будем провязывать. Подхватываем за 2 стеночки вот таким образом.
Еще раз покажу. И провязываем изнаночной петлей. Вот. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот у нас точка разворота на изнаночной стороне. Подхватываем также вот эти вот 2 стеночки и провязываем изнаночной петлей. Все. И вот таким образом дальше мы эти изнаночные петли тоже будем провязывать. Эти точки разворота. Дойдем до конца этого ряда. Дальше опять отмеряем примерно 3 расстояния. Вот эти вот отрезаем ниточку. И приступаем к вывязыванию переда. Что касается переда, мы с вами будем провязывать вот отсюда, начиная с лицевой стороны. Сохраняя узор. Так, вяжем дальше перед. Так, перед у меня провязан вот таким образом. Что касается по уровню проймы в сантиметрах, я сейчас вам покажу. Смотрите, 11 сантиметров у меня провязано от проймы. Дальше еще должна я провязать сантиметров. Так, что касается вот отсюда и до, смотрите, до начала 50 сантиметров. То есть 50 сантиметров у меня провязано от самого низа. И сейчас я буду формировать вырез горловины по переду. То есть в данном случае мы сейчас будем с вами провязывать вырез горловины, но уже по переду. Так, я сейчас вам покажу эту схему. Так, вот таким образом маркеры расставляем. То есть вот эти вот фиолетовый маркер разделяет плечики. Здесь у нас 50 петель. 50 петель вот здесь вот. Так, из них 14 петель. Это вот здесь вот эти вот петельки. Можно даже пересчитать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Эти 14 петель, которые будут сразу закрыты по центру. Вот эти вот 14 петель. А затем будем делать убавочки. Вот здесь у нас 18 петель, которые мы с вами будем убавлять. С другой стороны то же самое. Вот здесь вот тоже у нас 18 петель, которые тоже будут убавлены. Так, я думаю, здесь должно быть уже вам все понятно. Так, начинаем вот сначала отсюда. Провязываем полностью вот эти вот 51 петлю. Дальше провязываем 18 петель. Закрываем вот эти петли полностью, 14 петель. Так же, как по спинке мы с вами закрывали по центру. И провязываем дальше полностью, сохраняя этот узор. Так. Возвращаемся по изнаночной стороне, по лицевой стороне начинаем делать убавки. Первый у нас будет 3 петли, затем опять 3 петли и так далее. Я думаю, так же вот как по спинке, так и по переду мы с вами все это проделаем, поэтому думаю, должно быть все понятно сейчас. Провязываем дальше самостоятельно. И кроме этого, скос плеча, смотрите, как только мы дойдем до вот этой, вывяжем вот эту вот длину нашу, то есть одинаково будет, тогда мы начнем еще скос плеча. Скос плеча будем делать так же, как и по спинке. 9, 9, 9, 8, 8, 8. Вот эти точки разворота будем делать одновременно и закрывать петли по горловине. Я думаю, если вы провязали уже спинку, вы должны с этим тоже разобраться. Перед я показывать не буду, потому что он в принципе одинаково провязывается так же, как и спинка. Единственное, количество петель по закрытию у нас немножко другое. Вяжем дальше самостоятельно. После того, как у нас вывяжутся плечики, где будет скос плеча, мы с вами делаем шов петля в петлю. На канале у меня есть отдельное видео, можете посмотреть, если кто-то еще не умеет пользоваться этим швом петля в петлю, я думаю, тоже будет вам все понятно. Так, и тогда у нас уже останется
формирование проймы. Обрабатывать будем пройму. И сам вырез горловины. Так, небольшое уточнение. Смотрите, вот у нас уже полностью выполнены убавки по горловине, по переду. Я имею в виду вот эти вот 18 петель мы уже убавили. На спицах, вот на этой стороне, у меня 51 петля. Это у нас плечо. Вот, но что касается скоса плеча, мы с вами еще должны провязать несколько сантиметров, потому что вот посмотрите, если так вот приложить перед и спинку, видите, у меня вот столько еще не хватает, поэтому полностью провязываем вот это вот расстояние. Так, то есть здесь у нас уже убавок нету, мы их будем просто вязать вот эти вот все петли, 51 петлю, сохраняя вот этот узор дальше. Как только мы сравняемся спинку и перед по пройме, тогда начинаем делать скос плеча. Так вот, тот же самый, который был у нас по спинке. Вот этот вот 9, 9, 9, 8, 8, 8. Так, теперь вяжем рукав. Набираем 100 петель. Вот таким образом. Берем спицы в работу. Я вяжу тоже 3,5. Не меняю никаких спиц. Именно 3,5, так как и все полотно связано. Так, набираю просто. Берем ниточку в работу сейчас. Присоединяем. И провязываем вот эти вот наши края. Вот у нас идут косички. И мы набираем из этих косичек. И считаем обязательно. Вот у нас первая петля за 2 косички. Видите, я беру 2 косички. Так, вторая петля тоже 2 косички. Третья петля. И вы знаете, я местами из-за 2 косичек провязывала 2 петельки. Вот, допустим, смотрите, вот у нас здесь у нас был такой вот накиды провязаны. Я провязываю, набираю вот из этих 2 косичек. И затем набираю из крайней, которая подальше. Вот видите, с одной косички я набираю местами, скажем так, 2 петли. Каким образом разделить полотно, вернее нашу пройму, так. И получается, вот можно даже повесить маркер. У нас получается, здесь должно быть 25 петель и здесь 25 петель. Одинаковое количество. То есть по одной стороне 50, по другой стороне 50. Делим это вот на 2 части. И смотрите, набрали немножко, посмотрели. Вот у нас 5 петель набрано, а у нас еще должно быть 20. И вот таким образом посмотрите, чтобы у вас было набрано именно такое количество петель. Так, после того, как набрали первый ряд до конца, соединяем полотно и провязываем первый ряд изнаночными петлями. Вот изнаночные петельки, первый ряд провязан. Так, что касается следующего ряда, у нас будет идти уже резиночка 1 на 1. То есть мы с вами дальше будем провязывать резиночкой 1 на 1. Я вяжу методом Magic Loop. Одна спица левая у меня на пол размера меньше, троечка, а рабочая 3,5, для того, чтобы было удобнее вязать. Рукав я вяжу методом Magic Loop, поэтому если кто-то еще не умеет вязать, вы можете тоже посмотреть отдельно видео. Сейчас появится ссылочка в правом верхнем углу и перейти посмотреть. Если вы не хотите, скажем, этим методом вязать, можете вязать на чулочных спицах. Или же взять спицы с леской 40 сантиметров. Но все равно иногда здесь вот я смотрю, 40 сантиметров будет, скажем, многовато. То есть будет не очень удобно вязать. Поэтому я вяжу методом Magic Loop. Так, сейчас мы с вами вяжем резиночку 1 на 1. То есть первая петля у нас лицевая, а вторая изнаночная. И чередуем лицевая, изнаночная. Я спицы менять тоньше не буду. Вы, если хотите, можете поменять
Ну, скажем так, можно менять в том случае, если у вас более пройма, скажем так, широкая. У меня пройма не широкая получилась, поэтому для того, чтобы оно не сильно стягивало в рукаве, я все-таки буду вязать так же, как и основное полотно номер 3,5. Вяжем дальше вот эту вот резиночку 1 на 1 и затем закрываем петельки фабричным способом. На канале у меня есть тоже отдельное видео. Если еще не умеете закрывать петельки фабричным способом, тоже можете, в принципе, перейти и посмотреть, как я выполняю этот шов. Я думаю, там тоже будет вам все понятно, потому что тоже стараюсь доходчиво все объяснять. И все. Резиночку эту вяжите, скажем так, на свою длину. Можете немножко подлиннее, можете покороче, только, скажем так, на любителя. Вот, поэтому я провяжу и тогда напишу вам на экране, вы увидите, сколько рядов у меня провязано. Провязано у меня 7 рядов резиночкой 1 на 1. И сейчас я буду закрывать петли фабричным способом. Отмеряем ниточку примерно в 3 раза больше нашего вот этого расстояния. То есть 3 круга. Так, вот таких вот 3 круга. И иголочкой будем закрывать петельки. То есть будет фабричное закрытие петель. Если кто-то не умеет пользоваться этим способом, можете посмотреть, на канале у меня есть отдельное видео. Можете перейти по ссылочке и посмотреть. Я думаю, тоже у вас все получится, потому что фабричное закрытие действительно очень красиво смотрится. Итак, рукавчики у меня уже полностью провязаны. Так выглядит поближе этот рукав. Буквально вот эта вот резиночка. Вот этот вот переход плавный к рукавам, скажем так. Как смотрится на данном этапе вот это вот изделие, вы можете посмотреть сейчас на фотографии. Теперь остается обработка горловины. Я ее обрабатывать буду ложной кетлевкой. Что это такое, вы можете посмотреть отдельно видео и тоже обработать горловинку ложной кетлевкой. Для этого я буду брать спицы номер 2,5, диаметр 2,5, то есть нам нужны 2 пары спиц. Крючочек тоже 2,5 взяла для того, чтобы легче поднимать петельки с открытым концом. Так, то есть чтобы набирать петельки, затем через открытый вот этот конец перебрасывать на спицу. Так, ложная кетлевочка у меня уже провязана. Вот так она выглядит поближе. Так, единственное, если вы смотрите видео, которое я вам рекомендовала, там первый ряд у меня был изнаночный. Здесь же я провязала первый ряд лицевой. И по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. То есть у меня получается 3 ряда лицевые были. 3 ряда. Вот в этом отличие. Так, это, вы знаете, ложная кетлевка мне нравится тем, что она позволяет спрятать все кончики. Вот когда мы провязываем ложную кетлевку или набираем петли, точнее, у нас много, скажем, вот этих вот хвостов получается. И вот смотрите, вот сколько вот этих хвостиков было, так, ниточек, которые я немножко подрезала и прятала вовнутрь. То есть вот получается, скажем, вот серединку прятала эти хвосты. Поэтому, когда провязывается вот такая ложная кетлевка, она позволяет убрать все вот эти вот лишние ниточки вовнутрь. И получается очень красиво. И с одной стороны, с лицевой стороны, и с изнаночной стороны тоже все аккуратно. Так, дальше мы с вами перейдем на спицы номер 3. Ложная кетлевка у меня была провязана номером 2,5.
Сейчас берем спицы в работу номер 3 и провязываем следующим образом. Первый ряд будет лицевой. То есть полностью мы с вами сейчас пройдем лицевой ряд. Дальше у нас будет... Так, единственное, хочу уточнить количество петель. Значит, у меня всего набрано 164 петли. Что касается переда, по переду у меня набрано 96 петель. По спинке набрано, по спинке 68. Значит, 96 плюс 68 это 164 петли полностью. Так, первый ряд, как я уже сказала, провязала лицевыми спицами номер 3. Сейчас следующий ряд будет второй ряд. 2 лицевые вместе, а затем накид. Вот таким образом. Немножко петельки. 2 лицевые вместе, а затем накид. И повторяем. 2 вместе лицевой и накид. Провязываем так до конца ряда. Так, и 2 последние петельки тоже провязываем лицевыми, 2 вместе, и делаем накид. После того, как мы выполнили накиды и провязали 2 петли вместе лицевыми, вот так оно выглядит. Сейчас будет провязана 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, вот сейчас смотрите. Там, где мы провязывали 2 петли вместе лицевой, это будет лицевая петля. Там, где накиды, это будет изнаночная. И вяжем дальше. Вот это у нас петля будет лицевая. Соединяем наше вот это вязание. Последний у нас должен быть накид. Смотрите, 2 петли вместе провязали, последний должен быть накид. Проверьте. Так. Это лицевая, а следующая изнаночная, там где накид. Там, где вместе лицевой провязывали, это будет лицевая. Дальше идет накид. Провязываем дальше до конца ряда. Вот смотрите, я здесь провязала 2 петли вместе, но накида нету, ничего страшного. Мы провязываем и поднимаем вот эту вот протяжку. Это и есть накид. Вот таким образом. Провязали изнаночной петлей. И повторяем так до конца ряда. Следующий ряд опять резиночкой 1 на 1. Провяжем резиночкой 1 на 1 еще один ряд. И тогда закрываем петли. Вы можете, в принципе, еще провязать 2 ряда больше, 3 ряда. Это уже как, скажем так, как вы захотите, на какую высоту вот этот вот ваш такой воротничок. Вот, поэтому для меня будет достаточно 2 рядов резиночка 1 на 1. И затем я буду закрывать петли фабричным способом. Такая кофточка получилась. Отправляем ее сейчас в стирку. Я буду стирать ее в машинке. 30 градусов на деликатном режиме.